Представьте себе те моменты, когда привычный мир вдруг переворачивается вверх тормашками. В этих неожиданных историях, которые я собираюсь рассказать сегодня, обыкновенные собаки сталкиваются с невероятными сюрпризами во время появления потомства. Эти события шокируют всех, от заботливых владельцев и до искушенных ветеринаров. Не переключайтесь, и вы будете поражены, узнав, как именно складываются эти удивительные события. Загадка Беллы. Мэйси, всегда готовая помочь обитателям приюта, сразу почувствовала особую связь с Беллой, беременной золотистым ретривером. Несколько дней Белла вела себя беспокойно, словно интуитивно чувствовала, что что-то не так. Ветеринар, регулярно осматривающий собак, и ранее сообщает о возможных аномалиях на УЗИ. И в день, когда у Беллы начались роды, все ожидали, что появятся щенки, но это было не так. По мере того, как Белла напрягалась, ветеринар и Мэйси переглядывались, их забота и тревога возрастали. Неожиданно, вместо ожидаемого щенка появился крошечный, лишенный шерсти, объект непонятного происхождения. Такое невероятное развитие событий сбило с толку всех присутствующих. Ветеринар быстро принялся за дополнительные исследования и пояснил, что внутренние аномалии связаны с редким патологическим случаем, когда организм животного производит необъяснимые объекты, имитирующие плод. Мэйси старалась поддерживать Беллу, поглаживая ее успокаивающими движениями, обещая, что они вместе справятся с этой загадкой. Этот необычный поворот событий оставил всех в шоке, но также привел к переосмыслению понятия заботы и ответственности, которые Мэйси чувствовала еще сильнее. Она была полна решимости обеспечить Белле всю необходимую поддержку, чтобы восстановиться и вновь обрести спокойствие. Неожиданное открытие. В спасательном центре царила напряженная атмосфера. Все собаки жили своей жизнью, но сегодня их внимание было приковано к Зое, беременной собаке, которая должна была вот-вот родить. Джун, привязанная к судьбам животных, решила заботиться о Зое, чтобы избежать ужасного приговора – эвтаназии. Для нее Зоя была особенной. В ней Джун видела источник мужества и силы. Когда начались роды, все собаки в центре неожиданно затихли, словно предвкушая появление на свет новых жизней. Но что-то пошло не так. Ветеринар был уверен, что потребуется дополнительное обследование, так как процесс не складывался по плану. Джун с нарастающим беспокойством наблюдала за ситуацией, понимая всю неопределенность момента. Когда доктор произнес диагноз, это было как гром среди ясного неба. Неожидаемые щенки, а опухоль, затаившаяся в утробе Зои, требовала срочной операции. Теперь перед Зоей стояло серьезное испытание – сохранить жизнь и свою сущность, несмотря на непростую ситуацию. Джун не убежала от проблемы, а сделала важный выбор – сражаться за Зою и быть рядом в этот трудный период, независимо от исхода этой борьбы. Рождение миниатюрных коров у собаки. Вечером, когда я пришла в гости к своей подруге Люсине, в помещении ощущалось и волнение, и суровая тишина. Ее обычно уравновешенная собака, Бонни, выглядела так, словно что-то необычное вот-вот должно было случиться. Я стала свидетелем сцены, которая навсегда останется в памяти. Бонни начала роды, и поначалу все шло как обычно, пока я не увидела новоиспеченных малышей. Вместо ожидаемых щенков на свет появились существа, удивительно похожие на миниатюрных коров. Пятнистые, с мягкими хвостиками, они заставили меня застыть в оцепенении. Несмотря на это, Бонни не удивилась и сразу стала их облизывать, проявляя свою материнскую заботу. Вскоре подошел ветеринар, которого я успела вызвать. К своему удивлению, он выяснил, что новорожденные совсем не щенки. Как такие события могли произойти, оставалось загадкой. Но здесь природа снова продемонстрировала свою способность удивлять. Хотя это явление было абсолютно необычным, Бонни с удовольствием приняла малышей, а мы продолжали заботиться о ней и ее диковинном потомстве. Все это время нас не покидала мысль, сколько же еще загадок и сюрпризов скрывает в себе животный мир. Ждали щенков, а в итоге весна принесла с собой множество событий, но ни одно из них не было столь удивительным, как то, с чем столкнулись Лили и ветеринар. Когда моя соседка Лили со своей любимицей Фройзи отправилась на прием, все ожидали радостного события – появления щенков. Однако радость быстро сменилась удивлением.
Вместо привычных звуков новорожденных щенков ветеринар указал на нечто странное, выявленное при обследовании Фройзи. Оказалось, что Фройзи вовсе не была беременной, как предполагалось. На самом деле, обнаружившиеся изменения оказались весьма редкими и нуждающимися в немедленном вмешательстве – ложной беременностью. К счастью, под чутким наблюдением и лечением опытных специалистов Фройзи быстро пошла на поправку. Удивительное спокойствие и терпение Лили в этот непростой период только усилило связь с ее питомцем. Фройзи, вновь полная жизненных сил, продолжала радовать Лили своим обаянием и игривым настроением. Хотя этот неожиданный поворот не входил в идеальные планы, Лили поняла, что даже такие испытания ведут к ценным урокам и новым ощущениям, укрепляющим отношения между человеком и его четвероногим другом. Продолжение истории показало, как они вместе преодолели испытания и стали еще ближе друг к другу. Это не щенки. Анна приготовила для нас всех сюрприз в день, который обещал стать запоминающимся. На протяжении недели Лили, ожидавшая появления щенков с огромным волнением, обустраивала свое уютное жилище. Но когда началось долгожданное событие, ситуация резко изменилась. Врач прибыла как раз вовремя и сразу поняла, что что-то пошло не по плану. Анна вела себя иначе, чем того можно было ожидать. В тот момент, когда процесс был в самом разгаре, ветеринар тщательно осмотрела Анну, и внезапно на ее лице появилось выражение удивления. «Это не щенки!» – воскликнула она. Все присутствующие замерли между удивлением и замешательством. Оказалось, что у Анны в брюшной полости скопилась жидкость, имитирующая наличие щенков. Необходимо было срочно вмешаться. К счастью, после небольшого вмешательства ситуация стабилизировалась, и все присутствующие облегченно вздохнули. Этот случай стал для Лили уроком о важности заботы и готовности к любым неожиданностям. Еще удивительные случаи. Ветеринары часто сталкиваются с неожиданностями, но эти 5 случаев были действительно удивительными. В одной клинике в штате Техас ветеринары столкнулись с настоящей загадкой. Собака породы чихуахуа родила не щенков, а котят. После длительных исследований выяснилось, что это были приемные новорожденные, которые мать-собака спасла и приняла за своих. В Великобритании лабрадор по имени Луна удивила всех, родив 15 щенков, хотя ультразвуковое исследование показывало лишь 7. Эта рекордная цифра вызвала восхищение и недоумение у всех, кто был там в тот день. Австралийская овчарка стала местной знаменитостью. После того, как родила щенка с необычным окрасом, шерсть была покрыта узорами, схожими с абстрактным живописью. Ветеринары назвали это уникальным генетическим феноменом. В Канаде малышка Пеппа родилась с сердцем на груди. Странный, но милый узор вызвал массу положительных эмоций и вдохновил многих заводчиков искать узоры у своих щенков. В Нью-Йорке Джейд, далматин по кличке Зои, родила щенков всех цветов радуги. Это явление произошло из-за редкой мутации, но это никак не повлияло на здоровье щенков, а лишь добавило палитру красок в их жизнь. Все эти случаи показали, что природа всегда полна сюрпризов и способна удивлять, открывая перед нами неизвестные грани жизни. Уникальные случаи. В ветеринарной практике рождаются разнообразные уникальные случаи родов собак. Один из них произошел с Джейд, чьи щенки оказались загадочными существами, оставив врачей в недоумении. В определенной степени это напоминало случаи, когда природа решает удивить, нарушив привычные правила. Истории о необычных родах не редкость, когда у некоторых собак рождаются разноцветные щенки, и каждый отличается не только по цвету, но и по уникальным особенностям поведения. В другом, более редком случае, собака родила щенков с шерстью, напоминающей текстуру и цвет других животных, таких как коровы или даже зебры. Настоящим открытием стал оранжевый щенок, получивший прозвище «Куркума» из-за своего яркого оттенка шерсти. Еще один уникальный случай произошел, когда у собаки появился потомок с необычайно сверкающими глазами. Ветеринары предполагают, что это результат генетического феномена. Встречаются и случаи альбинизма, когда рождаются полностью белые щенки, удивительно выделяющиеся на фоне остальных. Иногда замечаются отклонения в строении тела, например, когда один из щенков рождается с дополнительной лапкой или хвостом. Такие удивительные моменты
заставляют задуматься о невероятных возможностях природы, ее склонности к разнообразию, и побуждают человечество восхищаться этими непредсказуемыми гранями. Причины аномального потомства. Рождение аномального потомства у собак может быть вызвано несколькими факторами. Генетические мутации. Аномалии могут возникать из-за спонтанных мутаций в генах, которые могут повлиять на развитие разного рода признаков и функций. Эти мутации могут быть наследственными или происходить в процессе развития эмбрионов. Инбред. В случае, если собаки изначально были близкородственными, инбред, это может увеличить вероятность рождения аномального потомства. Инбред может привести к более высокому риску рецессивных генетических заболеваний. Неправильное питание. Недостаток необходимых питательных веществ во время беременности может негативно сказаться на развитии плодов. Например, нехватка витаминов и минералов может привести к аномалиям в развитии. Заболевания и инфекции. Инфекции, которым подвергается беременная собака, могут повлиять на развитие плодов. Например, вирусные или бактериальные инфекции могут вызывать различные пороки развития. Экологические факторы. Внешние факторы, такие как воздействие токсичных химикатов, радиации или других вредных веществ, могут повлиять на здоровье матери и плодов. Возраст собаки. Собаки более старшего возраста могут иметь повышенный риск рождения аномального потомства. С возрастом качество яйцеклеток может ухудшаться, что сказывается на их здоровье. Дорогие зрители, истории, которые мы узнали, показывают, насколько удивительной и загадочной может быть природа. Эти события приносят множество вопросов о генетических особенностях и эволюционных возможностях, которые еще предстоит раскрыть. Какие еще невероятные открытия ждут нас впереди? Мир природы полон загадок, и наша задача – разгадывать их шаг за шагом. Мы приглашаем вас оставаться с нами и следить за нашими выпусками, чтобы узнавать о новых необычных явлениях и открытиях, которые расширяют наше понимание о животном мире. До встречи в следующих видео. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.